За последние годы в России кондитерское дело набрало невероятные обороты. Тысячи женщин стали печь тортики прямо у себя на кухне. На Ютубе рецепты с тортами набирают миллионные просмотры, а телевизионные шоу приковывают внимание зрителей. Друг за другом выстреливают тиктокеры, которые показывают, рассказывают, как они делают торты. Кто хотел большего, стали обучаться на курсах, и это породило создание огромного количества онлайн-школ. Небывалая конкуренция вызвала колоссальный рост качества, и уровень кондитерского искусства в России достиг мировых высот. Торты российских кондитеров высоко оцениваются на международных конкурсах и признаны в профессиональном мировом сообществе. Но 24 февраля произошли события, которые кардинально повлияли на российскую экономику. Многие западные компании постепенно покидают рынок, а те, кто смогли остаться, повышают цены в 2-3 раза из-за курса доллара. А как вы понимаете, большинство кондитеров работают на качественном импортном сырье. Сегодня многие начинающие и действующие кондитеры не знают, что делать, и пытаются понять, как им быть дальше, как развивать свой бизнес. Я спросила у своих коллег, кондитеров, какие шаги они сейчас будут делать, возможно ли импортозамещение и что вообще будет с рынком, кто в конце концов останется. А также как это повлияет на конечного потребителя, то есть стоит ли нам с вами ждать повышения цен и сможем ли мы дальше покупать наши любимые тортики. Давайте все же первым делом поговорим про импортозамещение. Мне кажется, сейчас это один из самых острых вопросов. Я вижу у многих кондитеров в инстаграмах, что они начинают просто тоннами закупать наш любимый шоколад Колебау. Кто-то покупает сливочное масло, его, например, можно заморозить. Конечно же, мука, сахар, все это понятно. Мука, сахар будут дальше. Конечно, будет рост цен, это очевидно. Но я думаю, что из этих продуктов готовили в Советском Союзе, и дальше люди смогут из них готовить. И, конечно, больше всего сейчас всех волнует шоколад. Всем привет, меня зовут Катя Кузнецова, Реймерс Бейкери кондитерская. Очень грустно наблюдать на рост цен и как иностранные компании бегут от нас, но я уверена, что если включить голову, то все будет хорошо. Понятное дело, работать так, как раньше, у нас уже не получится, но надо обмозговать, оптимизировать многие моменты. И вот как это вижу я. Есть продукты, которые сейчас очень сильно выросли в цене, и это боль для многих кондитеров. Например, шоколад. Особенно для кондитеров, которые занимаются муссовыми тортами, ведь шоколад – это хороший, качественный шоколад, это основа практически всех муссовых тортов. Всеми любимый Барри Колебаут, скорее всего, или уйдет, или будет очень дорогим. Хорошо, что есть хороший аналог, например, шоколад Сикао, который изготавливают на российском заводе концерна Барри Колебаут в Чехове, и при соблюдении всех стандартов качества, сохранением уникальных вкусовых характеристик. Поэтому живем. Ребят, ну вообще, что я хочу сказать? Ну в целом на Бабаевском работали до нас и будут работать. Не самый плохой вариант. Вот что по белому шоколаду, это меня немножечко волнует. Потому что воздушный, его не то что затемперировать нельзя, с ним ничего нельзя сделать. Вот белый шоколад меня волнует, а я думаю, что молочный и темный в целом альтернативу найти будет можно. Также я уточнила у кондитеров, что с ценовой политикой, когда они планируют повышение цен. Очевидно, что они это будут делать, потому что иначе они просто не выживут. Работать себе в убыток никто не будет. Плюс это плата электричества, налогов. Если это какой-то мини-цех, там это уже зарплата кондитерам идет, аренда. Это все стоит денег. Плюс продукция подорожала, мы все это понимаем. Но вы знаете, я сейчас наблюдаю тенденцию, что все кондитеры снизили минимальный заказ. То есть если раньше вы писали: здравствуйте, можно заказать тортик на килограмм, вам говорили: вы что, нет, мы работаем от 2,5, а то и от 3. Сейчас уже нет, я вижу, кто-то работает от 1,5 килограмм, кто-то сейчас будет делать и килограмм. Бенто-тортики, всем привет, порционные десерты. Всем огромный привет. Катюша попросила записать мне видео о том, что я думаю по поводу нынешней ситуации. 2 месяца назад мы с моей коллегой открыли кондитерскую студию в моем городе. Я живу в городе Боровичи. Это очень небольшой город, населенность порядка 50 тысяч человек. Долго к этому шли, это была огромная мечта. И сейчас мы работаем сами на себя, дарим людям праздник. Что делать дальше? Этот вопрос у нас встал уже в начале этого месяца. Как дальше быть, как работать, потому что
люди привыкли получать хороший товар, хороший сервис за определенные деньги. То есть, да, мы к чему-то привыкаем. И они привыкли, что вот на этот торт вот такая цена. И вот такой вот торт будет стоить примерно столько-то. В нынешнее время, то, допустим, вот, да, я делаю торт от 2,5 килограмм, людям я уже не смогу дать такой торт, к которому они привыкли, за те деньги, за которые сейчас я его продаю. То есть он будет стоить определенно дороже из-за того, что я делаю закупку уже на 50% больше. Поставить на торт плюс 50% я не могу, потому что это вообще будут космические деньги. И мы, кондитеры, же несем что? Счастье людям, да, радость в дом. Когда человек покупает торт маленький за 5000, то вряд ли он уже пойдет довольный, счастливый, и вряд ли кому-то этот торт уже принесет те самые радостные эмоции. Наверное, я буду переходить уже на какую-то порционку, на мелкие пирожные, на макароны, на какие-то маленькие тарты. У меня сейчас минимальный вес торта 2,5 килограмма. Вообще я специализируюсь на тортах от 2,5 и веду свадебные торты. От 2,5, наверное, мне придется уходить и начинать продавать торты от 1,5 килограммов. Потому что если я сейчас накину, пересчитаю все торты и накину, допустим, те же 50%, то торт будет от 5000. Для нашего региона это слишком много. Скорее всего, я не намного повышу стоимость торта и буду делать их от 1,5 килограмм. То есть я цену чуть прибавлю, а вес чуть уменьшу. И я останусь в том ценовом сегменте, к которому люди привыкли, но по факту торт будет немногим меньше, и я не понесу никаких убытков. То есть вроде как все счастливы, но это на словах. Как это будет на деле, я пока что не знаю. Начали брать плохо порционку, даже по наличию, то есть я каждым выходным делаю наличие, даже ее люди сейчас стали плохо брать. Если раньше, допустим, все уже знают, да, там пятницу, субботу, воскресенье, на наличие у меня есть торты, есть пирожные, то сейчас люди уже не с такой охотой покупают десерты. Что касаемо нашего любимого крем-чиза. Мы, конечно, не знаем, останется ли там творожный сыр, но, друзья, давайте будем с вами фантазерами и будем импровизировать. Существует огромное количество кремов. Тот же крем-дипломат, белково-масляный. Я его не люблю, но для выравнивания в целом его можно использовать. Сметанные крема, заварные, все это вкусно. Просто и понятно потребителю. Я сама люблю такие крема. А медовичок со сметанным кремом, он как был, так и будет. Конечно, все кондитеры сейчас будут пересматривать свои техкарты. И если и вы сейчас тоже размышляете, что делать дальше, может быть, вы начинающий кондитер, нужно все пересмотреть. А здесь нужен все-таки комплексный подход. Это однозначно отказ от дорогих начинок. Это введение более простых и бюджетных позиций. Слава богу, никто практически не говорит о том, чтобы заменять качественные продукты дешевыми аналогами, заменителями. Это радует, что наше кондитерское будущее все-таки останется на качественном уровне. За себя могу сказать так, почти 90% моих заказчиков – это мои постоянные клиенты, которые заказывают мои торты как раз из высокого качества и вкуса. Я делаю в основном детские торты, и мой ассортимент состоит из очень простых и понятных начинок. На данный момент базовые продукты, такие как мука, яйца, сахар, не подорожали или подорожали совсем незначительно. Подскочило в цене сливочное масло, кстати, оно растет уже, по-моему, на протяжении года очень-очень быстро. Я успела купить стратегический запас по старой цене. Даже замороженная клубника, вишня, которую я использую в своих начинках, пока еще держится на прежнем уровне. Малину я в расчет не беру, потому что она в этом году вообще очень дорогая, я ее практически перестала использовать. Сливки и творожный сыр тоже пока не подорожали, поэтому я и дальше планирую работать на крем-чизе. Знаю, что многие кондитеры уходят от крем-чиза в пользу более бюджетных кремов. Если порыться в интернете, можно найти огромное количество рецептов, но как они будут вести себя при сборке, какие их вкусовые качества, над этим надо работать и работать очень много. Для кого-то, возможно, это выход, для меня пока нет. Все диковинные новинки в стиле фисташка, малина нас покинут. Это очевидно. Фисташка уже колоссально дорогая, с малиной и так сильные были напряги. Что касается декора. Свежие ягоды,
Ну, возможно, летом мы, конечно, сможем искать их у бабушек на грядках, и в целом на каких-то рынках, да, бабули всегда будут там стоять, привозить свою клубничку, смородину, но очевидно, что зимой мы уже баловаться ягодами не сможем. Но это не умаляет достоинства простых декоров. Те же кремовые цветы. Я не говорю сейчас про такие, знаете, вот эти классические масляные розочки. Можно делать просто крупные красивые завитки, их чем-то посыпать. Посыпкой, кстати, можно затариться, она достаточно долго хранится, та же сахарная. Вафельная бумага, вот с ней напряг. Сахарная бумага подорожала не в 3, а в 5 раз. И пока еще нету достойных аналогов, может быть, турецкие сейчас производители подтянутся, но пока делать топперы из сахарной бумаги однозначно невыгодно. Хорошо, что у меня есть прекрасная мастерица пряничная, которой будем оформлять торты пряниками. Я вообще, когда сама начинала кондитерством заниматься, там, да, пару лет назад, обожала безешные декоры. Мне кажется, это супер недорого и всегда выглядит эффектно. Особенно это касается детских тортиков. У меня мама, например, большой фанат безешек. Ей не нужны эти свежие ягоды. Ей просто дай побольше безешек, можно целую гору напечь, и она будет счастлива. Я думаю, что многие люди любят безешки, поэтому у нас достаточно популярные торты там в стиле полета, киевского. Привет всем Катиным подписчикам, меня зовут Филимонова Полина, и немножко дам свой комментарий на ситуацию, которая происходит. Я не могу говорить за себя, да, отвечать, как мы поменяли техкарты, ассортимент и так далее, потому что мы не продаем торты на заказ уже достаточно давно. Но я расскажу, что бы я делала в этой ситуации на месте любого кондитера, если бы продавала торты на заказ. Во-первых, нужно понимать, что торты будут покупать всегда. Даже во времена страшных кризисов в нашей стране у всех все равно остаются дни рождения, и все равно на каждый день рождения какой-то берут торт. И нужно это понимать, то, что торты будут заказывать. Просто сейчас кто-то из кондитеров успеет адаптироваться под новую реальность, приспособиться, поменять ценовую политику, поменять ассортимент и останется на плаву, а возможно даже улучшит свою ситуацию, а кто-то не подстроится, кто-то проигнорирует это и будет очень-очень долго восстанавливаться потом. Цены действительно растут, цены уже выросли, цены будут расти, это вы знаете даже лучше, чем я. Но нужно понимать, что на определенные продукты цены растут колоссально, просто они уже выросли в несколько раз, и это огромный рост, даже если в доллары это все переводить. А на другие продукты они либо остались такие же, либо подросли чуть-чуть, и нужно это правильно использовать. Также нужно понимать, что падает платежеспособность людей, люди не готовы платить слишком много за торт, а соответственно единственный правильный вариант — это снижать себестоимость. Либо хотя бы фиксировать ее такой же, какой она была, либо хотя бы не давать ей очень сильно расти с ростом всех цен. Но когда я говорю снижать себестоимость, я не имею в виду покупать маргарин вместо сливочного масла, я не имею в виду делать что-то из каких-то смесей и так далее, я имею в виду качественное снижение себестоимости. Опять же, помните, что цены растут не на все продукты. Логично, что сейчас делать торты на тропических пюре манго-маракуйя это не очень выгодно. Делать какие-то фисташковые торты тоже не очень выгодно. То есть продукты, которые стоят очень дорого, от них лучше отказаться и не использовать их в тортах. Сосредоточьтесь на более простых начинках, которые и понятны вашим клиентам, и качественные, и вкусные, и при этом не сильно выросли в цене. Это сметанные торты, это медовые торты, это меренговые рулеты, павлова и все другое, что связано с меренгой. То есть торт кокос, обзор на который снимала Катя, который действительно был еще до этого дорогой в себестоимости, и он был больше такой, знаете, как шоу-торт какой-то, и брал своей необычностью, сейчас лучше не предлагать. Это будет не очень рационально и не очень выгодно, потому что сейчас его себестоимость еще, наверное, в 2 раза выше, если не больше, чем когда Катя снимала видео. Это не значит, что нет других выходов из ситуации, невозможно сделать торт по адекватной цене. Мы сейчас это понимаем, мы сейчас будем разрабатывать новые марафоны, новые курсы, в том числе бесплатные, где будут именно десерты с низкой себестоимостью, при этом очень вкусные и качественные. И еще очень большая просьба.
думайте головой, когда принимаете все эти антикризисные меры. Потому что мне говорят о том, что многие кондитеры-преподаватели рекомендуют своим ученикам делать торты по весу меньше, как бы обходя желание заказчика. Из разряда у вас попросили торт на килограмм, вы ему сделали на 800 грамм или на 900 граммов, и он это не заметит, а для вас это будет плюсик. Вот таких советов прислушиваться не нужно, потому что в первую очередь нельзя обманывать своего покупателя. Нельзя класть маргарин вместо сливочного масла, говоря, что это масло, или шоколадную глазурь вместо шоколада, утверждая, что это шоколад, потому что это все вам потом аукнется и вернется как минимум кармически. В общем, я считаю, что это бред полнейший, обманывать клиента нельзя. Если вы честный, адекватный кондитер, который хочет работать в долгую, то, пожалуйста, так не делайте. Лучше, например, введите бенто-торты, которые маленькие, их можно недорого продавать, и почти каждый может себе бенто-тортик позволить. Или лучше поднимите эту цену на свои торты на эти там 100, 200, 300 рублей. Это гораздо правильнее и уважительнее клиенту, чем втихаря проворачивать такие махинации. Клиент все поймет, скажет вам спасибо, потому что, цены растут на все. Это логично, то, что вы на свои изделия также можете их повысить. И также, мое мнение, сейчас самое время повышать свое мастерство, потому что за счет мастерства вы можете делать торты сложнее и продавать их дороже. То есть, по факту, все, что раньше лепилось долго, рисовалось долго, делались какие-то сложные детали, это не затратно в себестоимости, да, рисунок на торте, он стоит практически 0 рублей, но, тем не менее, вы можете его хорошо продать, и люди готовы за это платить. Так что, во-первых, не переживаем, что не будет заказчиков, они у вас будут всегда, если вы делаете хорошо, качественно и добросовестно. Во-вторых, выбираем начинки, у которых нормальная, адекватная сейчас себестоимость. И то же самое с декором. Старайтесь не выбирать декор торта кокоса, где 1 000 000 килограммов шоколада, который сейчас подорожал и, возможно, вообще он перестанет поставляться в Россию, я, честно, не знаю пока что, а выбираем те декоры, которые и красивые, и классные, и при этом недорогие для вас в себестоимости. Я уверена, что все в скором времени наладится. Я уверена, что действительно ответственные кондитеры, которые любят свое дело и делают это от чистого сердца, обязательно останутся на плаву и будут продолжать заниматься своим любимым делом и зарабатывать на этом деньги. Всем желаю удачи, всем хорошего настроения и мирного неба над головой. Я надеюсь, что это все поскорее закончится и доллар снова будет 30. Всем мир, пока! Огромное спасибо Оксане, Кате и Полине за то, что смогли принять участие в нашем сегодняшнем ролике и оперативно прислали свои видео. Мне очень хочется верить, что кондитерское дело в России будет продолжать развиваться и процветать. Но надо понимать, что все изменится. Рынок изменится, выживут сильнейшие. Выживут те, кто сможет адаптироваться к новым реалиям. В любом случае, свадьбы, детские праздники будут всегда. Поэтому сейчас как никогда важно ценить каждого клиента. Для новых клиентов не забывайте делать щедрые бонусы. Это не обязательно скидки. Вы можете положить какую-то вкусняшку в подарок, например, тот же набор безешек, или организовать бесплатную доставку. Ведите диалог с клиентом, обсуждайте декоры, начинки, не противьтесь желанию удешевить. То есть раньше, если вы могли пренебречь, когда вам человек пишет: пожалуйста, сделайте мне подешевле, а вы, мол, так у меня этих заказов, зачем я сейчас здесь буду, идти на уступки. Можно попробовать удешевить, но главное не жертвовать качеством. Всегда есть альтернативы. И что касаемо продвижения. Сейчас социальные сети, это, наверное, вообще самое нестабильное, что может быть. Вы не знаете, где вы окажетесь завтра, тут у нас и телеграммы возрождаются, ВКонтакте. Непонятно, как держать связь со своими клиентами. Конечно, если у вас уже есть постоянные заказчики, они, естественно, знают ваш номер телефона, они всегда вам могут позвонить и написать. Но главное, что вы сейчас можете делать, это развивать не социальные сети, а социальные связи. Нужно, чтобы все в подъезде, в доме, на улице, в поселке, в городе знали, что заказать торт можно именно у вас. Сарафанное радио. Возвращаемся к нему. Можно разнести капкейки по всем соседям, и это будет отличной рекламной кампанией, потому что ваши соседи уже не смогут искать кондитеров в социальных сетях. А также рекомендую вести самовывоз, потому что сейчас заказчики будут охотнее забирать торты сами. И когда к вам приедут забирать тортик, обязательно выйдите, помогите закрепить его в машине, проявите заботу. И тогда у них не будет шанса искать другого кондитера. Понятно?
они останутся с вами. В тяжелые времена нам больше всего не хватает простого человеческого тепла. Дарите это тепло своим клиентам, и они продолжат заказывать у вас тортики.